Приветствуем вас на канале Раиса Греченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам, здравия и хорошей погоды, и хорошего урожая всех овощных и садовых растений. Сегодня мы продолжаем отвечать на ваши вопросы по подкормкам томатов и других овощных и садовых растений. Напомним, что в видео, посвященном подкормкам томатов, мы познакомили вас с нашим опытом подкормок томатов новейшими современными нано-жидкими органическими удобрениями. В их составе кальций, бор, калий и магний. И вот это видео вызвало очень много вопросов. На часть вопросов мы дали ответ во вчерашнем выпуске. Сделаю под этим видео ссылку на эти видео, и вы сможете еще раз посмотреть или впервые посмотреть, чтобы разобраться в этой важной теме. Это продолжение этой темы. Ну а сейчас продолжаю озвучивать ваши вопросы. Первый вопрос. Можно ли поменять местами удобрения и начинать подкормки с магния или калия? При изучении этого вопроса, рассмотрении этого вопроса на схеме мы обращали ваше внимание на последовательность применения удобрений для здоровья растений и, естественно, для получения хорошего урожая. Так вот, на первом месте стоит кальций, на втором бор, а далее идет калий, магний. Напомним, почему кальций на первом месте. Кальций необходим растениям весь период вегетации. Но вот главное требование – это наличие кальция в начале роста. Именно этот элемент питания способствует правильному построению всех органов, всех частей растения, ну и дальнейшему развитию любого растения, сада и огорода. Без кальция нет правильного роста, нет развития растения, нет обмена белков и углеводов. Кальций положительно влияет на развитие корневой системы, регулирует водный баланс, кстати, и снижает кислотность почвы, а также повышает выносливость и иммунитет к вредным организмам, снижает поступление радиоактивных элементов, устраняет негативное воздействие аммиака, а также, очень важно, еще один важный момент, нормализует кислотно-щелочной баланс в клетках растений, ну и повышает иммунитет к грибковым инфекциям. А также вспомните томаты и вершинная гниль. Это как раз кальций создает прекрасную возможность не заболеть томатом вершинной гнилью. И, естественно, повышает иммунитет к грибковым еще заболеваниям, кроме этого. Ну и известкование почв с недостатком кальция существенно ее оздоравливает. И это повышает аэрацию воздуха и водопроницаемость почвы. И самое главное, да в принципе все главные вот эти пункты, но с помощью кальция растение лучше усваивает необходимые элементы питания. Следующий по схеме бор. Он также очень нужен растениям во весь период вегетации, и от него зависит количество и качество урожая плодов и ягод. Бор совместно с кальцием участвует в образовании клеточных стенок. Этот элемент питания необходим для нормального развития молодых частей, новых побегов, листьев и образования плодов. Влияет бор на важные такие вещи. Он ускоряет образование, передвижение и обмен углеводов из листьев в корни. Он улучшает фотосинтез, увеличивает содержание хлорофилла, а также положительно влияет на усвоение кальция. Видите, они взаимосвязаны и рядышком, то есть друг за дружкой используются. Бор способствует увеличению количества цветков, плодов. Да без него и не прорастает пыльца.
Также бор повышает устойчивость к бактериальным, грибковым заболеваниям и улучшает рост листьев, корни, почки, повышает усвоение полезных веществ. Видите, как они похожи, и в то же время эти элементы питания дополняют друг друга и выполняют свою работу. И вот только после того, когда налажены в растении фотосинтез, правильно происходит передвижение и обмен углеводов из листьев в корни, идет построение развития всех органов растений, вот тогда растению будут для плодообразования нужны калий и магний. Поэтому мы используем такую последовательность подкормок. Именно в такой последовательности питается наше растение для того, чтобы мы получили урожай. Вопрос номер 2. Если уже приобрели готовое комплексное минеральное удобрение, в котором есть несколько элементов питания из этой схемы, что в таком случае делать? Ну и прекрасно, поздравляем! Используйте это удобрение по инструкции, изучайте заранее инструкцию и не увеличивайте количество удобрений. И все по инструкции делайте. А вот недостающий элемент питания ищите и обязательно им подкормите растения на следующий день после подкормки комплексным удобрением. Но если в этом удобрении нет, допустим, кальция, то нужно вначале начинать с кальциевой селитры. Кальций надо дать, а затем вот эти комплексные удобрения. Если же там есть кальций, то используйте в первую очередь. Но помните, если в комплексном удобрении отсутствует кальций, ищите кальций и с него начинайте подкормки растений. Не устану вот эту просьбу в ваш адрес озвучивать. Начинайте с кальция, а затем остальные элементы питания. Следующий вопрос. Можно ли вместо внекорневой подкормки кальциевой селитрой подкормить растение под корень? Сделайте раствор и под корень. Конечно, вы можете, но эффекта не получите. Кальций имеет свойство накапливаться в старых частях и листьях, и он больше оттуда не передвигается растением. Этот элемент питания нужно доставлять непосредственно к образовавшимся молодым побегам, к листьям. С помощью опрыскивания мы как раз и доставляем вот этот недостающий кальций непосредственно к этим частям, новым нарастающим частям растений и к плодам, чтобы они, кстати, томаты, не болели вершиной гнилью. Поэтому, когда опрыскивание проводите кальциевой селитрой или кальций, удобрения, такие удобрения уже есть, как и у нас, есть другие фирмы. Так вот, старайтесь попадать на плоды, потому что растение не может доставить кальций именно в нужном количестве в это время, и не только в это время, особенно это в жару уже наступает этот период, поэтому обрабатывайте все новые части и плоды вот этим раствором. Под корень эффекта не будет. Вопрос номер 4. Хочу смешать в растворе кальциевую селитру с монокалий-фосфатом. Можно ли так сделать? Вот тут отвечу сразу: нельзя. И вот почему. При растворении в воде кальциевой селитры и монокалий-фосфата катион кальция, то есть кальций 2+, образовывает новое соединение. И это новое соединение получает название сульфат кальция или фосфат кальция. Получается в результате нерастворимое соединение. Оно обычно выпадает в осадок. Я уже пробовала такое делать и увидела такую вот интересную историю, когда внизу вот этот белый осадок получился. Вот нужного эффекта от такого растворения двух удобрений не получите. Поэтому используем отдельно кальциевую селитру. В один день растворили, а в следующий день отдельно монокалий-фосфат. Но вот нужно обязательно и бор. Вот между ними вот использовать еще вот обработку, опрыскивание, подкормочку по листьям вот этими удобрениями. Еще вопрос.
Можно ли использовать для подкормки томатов, других овощей сульфат калия и сульфат магния? Можно. И, кстати, эти удобрения относятся к сульфатной группе водорастворимых удобрений, которые изготовлены на основе серной кислоты. Эти удобрения из одной группы, и их можно использовать вместе для одной подкормки, для приготовления вот в одном ведре. Делаете все по инструкции, определенное количество сульфат калия и сульфат магния. Будьте внимательны. Перед приготовлением раствора изучите инструкцию. Эти удобрения созданы на основе серной кислоты, а серная кислота опасна для растений, и она никуда не делась из этого удобрения, не девается, она просто-напросто этим растением воспринимается и отправляется в почву, что-то остается в растении. Так что не увлекайтесь. Я видела поля, где вот использовались вот такие удобрения, и на тех полях после 4-летнего выращивания овощей уже росли только, практически даже сорняков не было, только хвощ рос. Так что будьте очень внимательны. Я к таким удобрениям отношусь с опаской и уже не использую. Вопрос номер 6. Если по вашему агрогороскопу подкормок растений на июнь месяц, мы вот не успеваем провести 4 обработки растений вот друг за дружкой, как быть? Кстати, мы такие агрогороскопы на каждый месяц делаем, вот летний период, так что на июль тоже будет. Вот что делать в таком случае? Конечно же, идеально провести в 4 вечера такие подкормки. 4, у нас 3 получается. Но в действительности так не получается. Да, по агрогороскопу мы его используем. И мы вот уже провели 2 подкормочки кальцием и бором. И сейчас будет перерыв до 11 и 12 июня. Мы последующую подкормку, в которой будет органический калий и органический магний, нано вот эти удобрения мы будем проводить уже через 2 дня. Главное в этой схеме я хотела донести вам, что должна быть последовательность питания. На первом месте кальций, далее бор, калий, магний. Вот мы уже обработали, и я вам рассказала, что мы собираемся, вот сейчас отдыхаем и собираемся продолжить эту работу. Ну а через 2 недели опять по той же схеме будем проводить подкормочки. Поэтому так важно записывать, в какой день, какие подкормки, какие элементы питания, на каких растениях вы проводили, для того, чтобы потом не перепутать. Это только кажется, что все помнишь. Поэтому не бывает это оно так, и поэтому мы записываем, ведем учет и знаем, когда и что делать нужно. Тем более, что сейчас начинается такой важный период, когда нарастают вот эти все новые части растений, и растениям нужны эти важные подкормки. Назову еще раз их. Это кальций, затем бор, далее калий, магний. Но если есть комплексное удобрение, еще и комплексное удобрение используйте для того, чтобы дать возможность полноценному питанию нашим растениям. Ну что ж, на сегодня я почти на все вопросы ответила. Будут новые вопросы, плюс еще оставшиеся, мы будем отвечать на них. Это очень важно, потому что эти все подкормки нужны для всех растений нашего сада, нашего огорода. Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили для вас это видео. Мы постарались показать вам и цветы наши, приятные вот эти кадры, и рассказали, поделились своим опытом, своими знаниями, для того, чтобы и вы получали хороший результат. Работаем в благоприятное время, нужными питательными веществами. Кроме этого, еще есть важные требования. Качество воды. Должна быть теплая вода, вода температуры воздуха. Это все очень важно. Нету мелочей в работе с растениями в огороде и в саду. Что ж, всего самого доброго вам, здоровья вам и здоровья вашим растениям.
хорошего урожая. Прощаемся всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!